Всем привет! Сегодня на повестке маточная гайка. Так, заранее прошу меня извинить, если я буду сбиваться, а я буду сбиваться миллиметры на сантиметры. Но думаю, будет все понятно. Так, изначально очень добрый человек, Алексеевич, прислал мне маточную, говорю, просто гайку с винтом. Была она вот такого формата. Вот это вот она гайка. Вот так она была. Я от нее отпилил 65 миллиметров. Это 3 виточка тут осталось, может быть куда-то на какой-то случай. Гайку я дальше в станке отфрезеровал, то есть сделал квадратную. Дальше я ее распилил в одном месте, здесь распилил. Дальше приварил к этой пластине. Пластина была, ну сейчас она 75 на 100 была пластина. Вот к ней посередине приварил эту гайку. Здесь не резал. Все, вот так она была у меня. Здесь разрезана, здесь нет. Дальше пластина 100 на 100. Это шестерка. Вот эта шестерка пластина, это шестерка. Здесь все с шестой пластиной. Пластина 100 на 100 была взядена. И дальше две пластины пошире, 2 сантиметра. Две пластины 1,5 сантиметра. Ну, сейчас уже видно, что здесь не 1,5 или здесь не 1,5. Это уже в процессе подгонки все убиралось. Потому что и здесь гайка у меня приварена, видите? Здесь ближе к краю, здесь дальше. Поэтому получилось так. Вот. Вырезаны пластины. Вставлена вот эта 75-я пластина сначала сюда была. Ну, положена сначала просто на большую пластину вот эта пластина. Дальше все это дело поджалось, обжалось. Понятно, да? Чтобы ее ну, вот так вот она поджалась. Чтобы она входила. Зажата клещами, струбцинками. Проварено сначала торцы, сначала проваривал. Потом проваривал уже здесь. Фаски сделал хорошо болгаркой, шлифовочным кругом. Хорошо проварил, гриндером снял. Потом то же самое сделал с торцами. Старую сварку снял, капли эти. Фаски сделал, проварил. Все, получилась вот такая штука, в которой уже ездила вот эта 75 на 100 пластина. Она туда-сюда ездила. Пластину вставил, без гайки еще сначала. Пластину вставил, выставил ровненько, зажал. Потом уже поставил гайку с прорезью вниз. И начал варить гайку. Гайку приварил. Готово. Дальше. Дальше вот в этой вот... Так, дальше. Когда пластина готова, разрезал по этому шву. Отметил здесь и прорезал. Есть. Дальше уже от этой полосы прорези отмечал отверстие. Ну так, чтобы вот эти вот стопорные винтики у меня ну, в гайку не касались. Чтобы закручивались свободно здесь и здесь. Все. Одинаковое расстояние вывел от центра, отсюда. И чтобы они вот так вот были. Все, гайка готова. Дальше. Дальше вставил. Сейчас прервемся. Так, вставил. Так, еще один момент. Смотрел на ютубе, потому что это способ не мой, далеко не мой. Спертый с ютуба. Люди делают здесь, подкладывают медные какие-то пластиночки там тоненькие, да, чтобы зазор был. Ну, проще же вот эту пластину чуть-чуть наждачкой пройти, или на гриндере, или на чем-нибудь. И все, и она будет ходить нормально, как надо. Сильно большого люфта нет. Вот. Я сделал так. Просто шлифанул чуть-чуть вот эту пластину. Так, дальше. Дальше выводил отверстие. То есть, блин, чуть-чуть даже подклинивает. Подвел опять посередине ее. Ну, на мой взгляд, как посередине, по-моему. Ну, то есть подвел посередине, накернил, уже через эти готовые отверстия накернил на этой пластине, просверлил. Вот так у меня получились отверстия вот эти. Здесь и здесь. А, нет, вру.
Я одно отверстие сделал, да, чтобы не подколоться, сделал одно отверстие. Его расточил как надо. А потом от этого отверстия отмерил до центра. И здесь то же самое отмерил, но не учел радиус сверла. И у меня получилось вот это отверстие больше, длиннее. Но оно роли не играет. Тем более эта половинка стоит внизу у меня. Она внизу. И ее все равно там шайба держит, она... То есть лучше больше, чем меньше. Вот это само то, как надо, а это уже у меня больше получилось. Лишнего просверлил. Так, и сделал здесь по центру отверстия. Тоже. Для чего покажу дальше. Вот, а дальше сюда вкручиваются уже вот эти вот стопорочки. Вот эти вот. Это клапан 9 миллиметров. По-моему, мотоцикл Урал. Чуть-чуть проточил его, нарезал резьбу 8. И теперь они сюда вкручиваются, эти стопорки. Один. Второй. Сейчас я опять прервусь, затяну их. Потому что, думаю, разбирать уже все не надо будет. И дальше продолжим. Вот, позатянул. Теперь они у нас ходят. Ну, не у нас, а у меня пока. Все. Есть. Пол гайки готово. Дальше шайба. Эксцентриковая шайба. Для нее я взял круг металла. Круг я этот взял с гантели. Он был 100 на 8, по-моему. Ну и хорошо, потому что потом во время сварки его чуть-чуть покрутило. И пока я сбил сколько мне надо, выровнял, он стал, по-моему, на 6. Так, это кусочек, это шток от передней стойки Рено. Не помню, какого Рено. Здесь гайка у меня есть. В будущем на ручку будет она, вот она гайка эта. И пока что я балуюсь, шестигранник вставляю и кручу. Дальше, шток. Шток был проточен вот до такого размера. Ну, по-моему, на 10. Да, на 10. И здесь отверстие на 10. То есть для того, чтобы он вставлялся, здесь более-менее центровался, по этим не гулял. У этой шайбы тут двойная фиксация. Она здесь фиксируется и здесь во втулку вставляется. Ну, тут видите, что без моих кривых рук не обошлось. Вон она, как у меня получилось высверливать. Ну, ничего, главное, работает. И теперь дальше это все вставляется в центр. Как-то попадается в этот центр. И вот так, правильно я делаю. У меня что все помечено. И где? Вот она, вверх, вот он вниз. Да. Как-то так. Как-то так оно сейчас должно попасть. О, есть, попал. Все. Все. Так она закрыта. Сюда поворачиваю, открыто. Ну, сейчас я рукой. О, рукой провернул. Открыто. Открыто, закрыто. Вот. Работает. Так. Дальше. Со штоком, по-моему, разобрались, да? Ну, шток. Здесь понятно, что под диаметр штока отверстие вырезал на станке. Запрессовал. Фасочку сделал здесь уже в этой шайбе. Проварил и проточил. И вот как раз после сварки я уже вот эту всю толщину сбивал, чтобы она стала ровная. Вывел всю эту 8. Так, переходим ко второй шайбе. Шайба номер 2, или вернее крышка шайбы. 10-я пластина. Это поршневой палец. По-моему, это с белоруса и есть. Отпилил его. Внутри он не каленый, у него, а вот должно быть видно вам, да, сколько он каленый. Пару миллиметров. А дальше он идет мягкий. Ну, все равно не сталь 3, поэтому я его и взял. Внутри проточил под стойку, чтобы заходила стоечка. Вот так вот. Чуть-чуть люфток есть. Вот. Проточил. Хотел сразу фиксатор сделать здесь с шариком. Каленку пока проточил. Этим, как его,
Короче, вставка Эльборовой. Пока проточил каленку, чтобы засверлиться. Вот засверливался. Там уже оказалось столько тела, что шарик, пружинка и плюс еще винт уже ничего не влезет. Поэтому фиксатор надо будет делать на ручке потом. Так, ну здесь то же самое. Вырезал под эту шайбу место. Сначала делал я ее ровно за подлицо. Думал, будет плотненько, все хорошо, за подлицо. Но у меня получилось небольшое за подлицо. Видите? Она задевала. Или все-таки небольшая какая-то восьмерочка осталась, или что. Но подклинивала, короче, об эту шайбу. Я ее снял опять в станок и еще немножко снял. Короче, чуть-чуть она провалена, утоплена. Цепляется вот сейчас пальцем. За подлицо у меня не вышло ее сделать. Вот, немножко она цепляется. Все, она тут работает. Сейчас вам когда покажу, соберу, потом я ее уже смажу. Так, это готово. Ну, дальше соберу сейчас. Здесь я за швы сильно не переживаю, что я потом снял это все, потому что это все равно будет стягиваться болтами 4. И никуда, я думаю, оно не денется. Так, все, шайба установлена. Главное все по меткам, потому что делано вручную. И, например, когда я сейчас шайбу, если вверх ногами поставлю наоборот, то не до конца закрывает одна. То есть подогнано все одно к одному. И поэтому вот они у меня меточки. Но это я сейчас перед разборкой уже вставил, чтобы не ошибиться. И вот меточка. Все это встромляется. Вот так вот. Вот так оно встромляется. Здесь ручка. И здесь уже будет через ручку идти шарик с фиксатором. Здесь. Ну а фиксируется оно уже через пластину фартука. Потому что здесь у меня резьба полностью идет. От начала и до конца вся. И через пластину я ее уже фиксирую. Меткой кверху ставлю. Вот так вот. Тут еще ставить надо. Да елки-палки! Не хочет! Криво ставлю перед камерой. Ёп. Вот это вот подгонки тютелька в тютельку. Давай. Ну. Она напрашивается на молоток. Давай. Во, все, вручную встала. Нормально, без молотка. Обошлось без крови. Так, ну все, закрепил на одну. Потому что я ее затягиваю уже это. Нет, надо, еще виснет. Затягиваю, когда обжимаю винт. Потому что все равно тут я сделал отверстие чуть побольше. И она у меня немножко, у нее есть гуляние. Ну, это специально делал, чтобы именно по винту стало. Вот. Расслабленную ставлю на станок. Ну, сейчас покажу. Ну и вот так оно все работает. Раскрыл, закрыл. Раскрыл, закрыл. Вот сейчас от руки вот крутится. Идет. Думаю, нормально. Движок не напряжется. Потому что одной рукой я его кручу. С зажатым клином на суппорте. Все нормально. И еще сюда вот этими болтами крепится вот этот вот щиток. Это снизу на стиральной машине автомате стоит, где пробка сливная. Ну, сюда на болты и этими же болтами притягивается здесь. Этот щиток. Ну, практика показала, что этот щиток не спасает. Я его сейчас вот когда снял, и на винту чуть-чуть было
Не металлические, вот алюминиевые почему-то. Или они легче летят больше дальше, когда алюминь точишь. Алюминиевая стружка была на винту и на гайке. Гайка была разомкнутая. И на гайке внизу, прям на резьбе, было насыпано алюминия. Скорее всего, я буду работать без него лучше. Просто когда надо будет мне использовать автоподачу там, или вдруг ума хватит сделать резьбу, нарезать, просто надо будет продувать гайку. Вот так вот. Так, и еще что хотел спросить. Винт-то короткий, он не провисает, поэтому с правой стороны я не стал его фиксировать ничем. По идее, фиксация это там и нахрен не нужна. Алексей, штурвал твой, он прижился, прям как родной, как будто он здесь и стоял. Что я сделал? Дай-ка. Опа. Вот. Все работает, все отлично. Спасибо тебе, дружище. Думаю, на этом уже можно и заканчивать. Если вдруг кому-то что-то непонятно, спрашивайте, какие-то размеры или что-то. Стараюсь отвечать. Если увижу комментарий, обязательно отвечу. Все, всем удачи, пока. В пятницу я буду плавить латунь. Я буду делать латунь. Буду плавить медь, добавлять цинк. И делать латунь. Так что в пятницу всех жду.